Всем привет! Land Cruiser Prado или Land Cruiser 250, как он на сегодня называется в Америке. И если вы не поняли, почему Даг Демура сравнивает это с 300-м крузаком, то я тоже не понял, но я вам сегодня все объясню. Очки не для понта, а необходимость. У нас сегодня жарче, чем в Майами, плюс 40. Максимальная комплектация Land Cruiser Prado. Сейчас все покажу, расскажу, вы просто офигеете, не переключайте. Сейчас мы будем обсуждать с вами подкапотное пространство, но перед тем, как начать его обсуждать и посмотреть на вот эту прекрасную кочергу, я хочу вам рассказать, почему 4Runner и Land Cruiser 250, или дальше я буду говорить, как говорят у нас, Land Cruiser Prado, это не одна и та же машина. Во-первых, Прадик это постоянный полный привод, и никак иначе. А 4Runner это, во-первых, машина, которую можно взять в базовой комплектации 7-местную, а Прадик только 5-местный у нас. И второе, 4Runner в большинстве своих комплектаций, кроме двух максимальных, идет с подключаемым полным приводом, а не с постоянным. Соответственно, это совсем разная аудитория. В Америке безальтернативный 2.4 гибрид, 326 лошадиных сил и 630 момента. Очень важно, 630 момента достигается в диапазоне от 1700 до 3000 оборотов. Это шикарный диапазон. Но для любителей турбодизелей и бензина, вот в других странах, пожалуйста, можете себе заказать, если будете брать автомобиль с Америки, или если вы тем более в Америке, то вам доступен только гибрид. Хорошо это или плохо? Думаю, что хорошо, потому что много момента, а для внедорожных автомобилей много момента это важно. Плюс расход топлива, все-таки постоянный полный привод это расход топлива. И здесь у нас 11 литров на 100 километров или 22 мили на галлон. Шикарно. Особо говорить нечего. Все максимально доступно, просто как вы и любите. Но, конечно, это уже не та атмосфера, которая 20 лет проездит беспроблемно. Или хотя бы 15. Но в ближайшие 5 лет вас это также волновать не должно. Ну и кочерга. Но это же Prado. А что вы хотели? У нас максимальная комплектация, по-моему, я это уже озвучил, 72, даже 71 тысяча долларов, это уже с доставкой до салона. Вот если вы захотите Toyota в Нью-Йорке купить, приезжайте в Бруклин, контакты я оставлю в описании, контакты кого лучшего русскоязычного менеджера, пожалуйста, посмотрите. Благодарю. Здравствуйте. Алекс. Всем привет. Алекс, он вам подберет без всякой воды. Захотите, он вам даст адекватную сразу цену, и вы уже решите, нужен вам этот автомобиль или нет. И само собой, русскоязычный сервис, а это значит все качественно, а не на отвали. И в машинах он разбирается, а не как многие менеджеры, которые знают только название, цену и сколько ты лизинг в месяц будешь платить. Все, поехали дальше. 72 тысячи, но цена может доходить до 76. Все зависит от того, какие пакеты на заводе вам поставят или не поставят. Само собой, можете заказать конкретно под себя автомобиль. И старт с 56. 56 тысяч это ретро, так сказать. Круглая оптика, я сейчас фотографию вставлю, все остальные уже будут именно в таком дизайне, то есть отличается только оптика и опционал, но техническая часть никак отличаться не будет, это все так же 8-ступенчатый автомат, 2,4 литра гибрид, полный привод, все плюшки, ничего вы не теряете, вы можете как за 56 взять, так и за 76, вот эта вся мишура может быть на 20 тысяч, представьте, я думаю, владельцам Prado столько мишуры не надо. Но очень важный момент, все Land Cruiser Prado или Land Cruiser 250, как в Америке, сделаны в Японии. Абсолютно все, поэтому там вот это японское качество, если вы про это все, то вам будет хорошо. Новая платформа TNG AF. На этой же платформе у нас Tundra, Sequoia и Lexus GX. Из-за этой новой рамной платформы что у нас меняется? Она чуть ниже и чуть шире, соответственно, должна улучшиться управляемость. Но при этом клиренс мы никак не потеряли. Он остался таким же. Что у нас вообще сзади интересного? Также оптика. Просто кадры я красивые тоже вставлю. Land Cruiser. Открываем. Привод багажника есть. Это уже хорошо. Две кнопки. Просто закрытие и закрытие с закрытием замка. Классика от Land Cruiser. Здесь мы можем вручную поуправлять дворником. Вот камера. Сейчас мы на нее тоже будем смотреть. Закрываем и давайте посмотрим погрузочную зону. Само собой, из-за того, что это гибрид, погрузочная зона у нас не супер комфортная. Мы даже выше, чем вот эта ступенька.
При этом есть небольшая ниша. Уровень погрузки не самый удобный, но тем не менее. Полноценная розетка. Это все любители Prado обожают, я точно знаю. Темный потолок, но это конкретно в этой комплектации, напомню, около максимальная. 72 тысячи практически. Воздуховоды даже на третьем ряду. Подстаканники. USB Type-C. И все это почему? Потому что унификация. Семиместные версии будут доступны для других стран, так же как турбодизель и бензиновый двигатель. И еще даже шестиместные версии будут, но мы о них не говорим, потому что нам они не интересны и сюда их никто поставлять не будет. Очень интересно спрятан фаркоп. Точнее, место под фаркоп. Я сегодня не по-русски иду с обратной стороны. Что мы имеем? Велосипедист, которого мы чуть не сбили, открыв дверь. Электростеклоподъемник, ручка, динамик JBL, это второй ряд. Ручка, строчка, все неплохо. Дешевый пластик, подстаканники. Это тоже допустимо, это же Prado. Карманы, но ничего пластиком не закрыто. Вот здесь крепления спрятаны. Очень аккуратно, красиво все выглядит. Подлокотник, два подстаканника. Регулировка уровня положения спинки есть. И можно вот так все это убрать. Отдельный климат-контроль для пассажиров второго ряда. Два USB Type-C. Люк небольшой, только для пассажиров первого ряда. Сенсорный бесключевой доступ. Блок управления стеклоподъемниками, память сидений. Два уровня, причем это руль сюда тоже у нас входит. Вот эти ручки я уже, мне кажется, 20 лет назад видел. Полностью электрорегулировки водителя и полностью электрорегулировки руля. Элементы управления. Воздуховоды. Селектор КПП, вот единственная здесь претензия такая. Вот посмотрите, что с селектором уже тут. Ну, у них у всех вот такая проблема есть. Слишком мягкая вот эта кожа, нужно ее менять. Беспроводная зарядка, 3 Type-C, 1 для подключения. Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay. Полностью механический блок регулировки климата. Подогревы, вентиляция сидений, за это просто огромное спасибо, это вау. Смены режимов езды, эко, нормал и спорт. Нажимаем МТС, но не мобильную связь. И уже меняем тип покрытия, по которому мы едем. Приятный, хороший, качественный мультируль. Все на кнопках. Здесь у нас слежение за водителем, чтобы он не уснул и все такое. Два дисплея по 12 с копейками дюймов. Android Auto, Apple CarPlay, все беспроводное. Тут спряталась маленькая кнопка View. Это у нас круговой обзор. Мы можем, вот смотрите, все внедорожные штучки, приколы. Извиняюсь, что вот так солнце прямо вам попадает. Я ничего не могу сделать. Сегодня какой-то сумасшедший день. И здесь с разных ракурсов мы можем видеть автомобиль. Все возможные ручки. Но это классика от Prado, это так и должно быть, это обязательно так и должно быть. Достаточно такие приятные материалы, особых скрипов никаких нету, потому что когда вы на оффроуд поедете, вас будут беспокоить на неровностях все вот эти вот сверчки, и на новом автомобиле как будто бы вас беспокоить ничего не будет. Вот здесь прям регулировка громкости. Проекция достаточно информативная, считывает знаки, скорости, полосы и все остальное. Здесь никаких вопросов, хороший уровень. Зеркала. Огромный, хороший подлокотник, надпись Land Cruiser. И он у нас работает как холодильник. Coolbox. Понижающий ряд передач, само собой. Автоматическое распределение тяги и торможения. Возможность отключения переднего стабилизатора. Механическая блокировка заднего дифференциала. Постоянный полный привод с блокируемым центральным дифференциалом. Все, что нужно тем, кто любит оффроуд и умеет это делать, и тем, кто не умеет, но любит. Хороший момент в том, что старт с 56, я знаю, что большинство покупателей Land Cruiser Prado, им не нужны все эти финтифлюшки. Им нужен полный привод, надежности, чтобы это очень долго ездило. Само собой, 2.4 гибрид, еще и турбированный, он не будет ездить 10, 15, там, 20 лет. У него не будет такого запаса надежности, но при этом его эксплуатационные характеристики просто великолепны. Диапазон момента от 1700 до 3, при этом больше 600 момента. Это просто очень нужно, очень важно и очень круто для бездорожья.
Плюс сам очень резвый автомобиль получается, на дороге стоит хорошо. Новая платформа, что тоже приятно, и вы явно почувствуете какие-то отличия. Это был Land Cruiser Prado или Land Cruiser 250, кому как угодно. Спасибо, что смотрите, огромной вам удачи. Пишите в комментариях, каким он все-таки получился, хорошим или не очень, что вам нравится, что бы вы добавили, а что бы убрали. Будет интересно почитать ваше мнение. Всем пока!